Привет всем любителям готовить, а также любителям вкусненько покушать, ну и тем более покушать что-нибудь пряное, остренькое, маринованное. Я сегодня буду готовить фаршированные баклажаны. Баклажаны будут фаршированные овощами и в маринаде. Готовить очень легко и просто, главное правильно и рационально использовать время. Пока я готовлю баклажаны, у меня уже стоит вода. Баклажаны готовлю вот так. Отрезаю хвостики и делаю небольшой надрез, чтобы они не лопались, когда будут кипеть. Когда закипит вода, вода немножко подсоленная, баклажаны опускаю в кипящую воду. Баклажаны мои уже сварились, и на готовность их можно проверить шпажкой, например, как я, можно зубочисткой, можно обыкновенной спичкой. Она должна легко проходить. Далее, баклажаны я достала в дуршлаг и на тарелку. Это нужно для того, чтобы сверху я ставлю еще одну тарелку и пресс. Небольшой такой, не совсем тяжелый пресс, чтобы с наших синеньких вышла лишняя влага. И отодвигаю. Кстати, видите, что у меня в виде пресса? Маринованные помидорчики. Потому как сейчас самый сезон закрывашек, консервации и всего остального. Теперь дальше. Пока баклажаны отстаиваются, с них выходит влага. Вот есть овощи. Помидор, перец, чеснок, петрушка, кинза и морковь. Все эти овощи нужно тщательно помыть и порезать кубиками, а морковь можно потереть. Какой из овощей будет солировать в этой заправке, решать только вам. То есть можно взять больше морковки, можно взять больше, например, помидор. Также, я думаю, можно добавить грибов, но я ни разу этого не пробовала. То есть шампиньоны, их нужно заранее отварить и тогда добавлять. Также я знаю, что есть люди, которые не любят кинзу. Кстати, правильно можно говорить и так, я специально смотрела, потому что меня часто поправляют. Так вот, кто не любит кинзу, не добавляйте. Хотя для меня как раз-таки баклажан и кинза это просто идеальное сочетание. Ну, например, как жених и невеста, как Миша и Хатуна. То есть я люблю сочетание кинза, баклажан и орех. И помидор вот тоже еще. Все, я нарезала, и теперь все эти овощи соединяю в одну емкость. Так вот, раз, два, три. И все хорошо перемешиваю. К перемешанным овощам добавляю где-то 2 чайных ложки сахара без верха. Лучше пробовать, потому что я люблю, когда сладость чувствуется, вот сахар. А если вы не любите, то можно меньше добавлять. Добавить уксуса, тоже 2 чайных ложки. И дальше добавить 2 чайных ложки соли. Но соль я добавлять не буду. У меня есть вот такая вот хитрая приправа. Это называется сванская соль. Она еще бывает продается в стеклянных баночках таких, но та соль невкусная. Я беру, обычно ищу на рынке на развес у курдов, ну вот у грузин, у армян. То есть у них как-то вот вкусно. Я уже нашла, где я вот беру, а у одного и того же. Мне очень нравится. Вообще сванская соль это соль и травы. Здесь кориандр, сухой чеснок, зелень, зеленый молодой чеснок. И я люблю вот эту сванскую соль, и я ее сюда добавляю. Она такая пряная, вкусная. И опять хорошо все перемешиваю. И вот этой начинкой сейчас буду начинять баклажаны, которые уже отстоялись. Чтобы быть уверена, я так возьму и немножко попробую. Если чего-то не хватает, соли или перца, то я добавлю. Мне хватает всего. Следующий этап, кажется, 3. Пока настаиваются овощи, то есть начинка, я готовлю маринад, которым буду заливать уже фаршированные синенькие. Здесь перец горошком и 2 лавровых листа. Я добавляю уже обычную соль, где-то чайную ложку. Добавляю также 2 чайных ложки сахара. Даже я добавлю 3.
Добавляю масло, где-то 2 столовых ложки. Масло я взяла базарное, пахучее, не рафинированное, не знаю, как еще назвать. Также добавляю обыкновенный уксус, тоже где-то 3 столовых ложки. И вода, где-то полстакана. Вода взяла просто дистиллированная или очищенная, фильтрованная, обыкновенная сырая вода. Не горячая, не кипяток. Все хорошо перемешиваю. И пока я буду начинять синенькие, надеюсь, сахар и соль тут уже растают. Вот так вот выглядят баклажаны после пресса. Беру один, подготовила тарелку. Так, сейчас я отодвину. Я беру баклажан, нахожу место разреза, которое делала изначально, чтобы не лопалась кожа. Прорезаю немножко вглубь и открываю его. Потом начиняю нашим импровизированным фаршем, овощами. Начиняя, я втаптываю туда, вдавливаю. И получается, моя начинка, она приминает мякоть баклажана, и ее идет довольно много. Потом вот так вот как собираю в кучку и складываю в какую-то тару. Я взяла стеклянный просто салатник. Теперь беру баклажаны и, собственно, та заливка, которую готовила заранее. И вот так вот аккуратно поливаю баклажаны. Внутрь, видите, тоже как бы проливаю. Баклажаны я укладывала все вверх разрезом специально, чтобы когда я буду сейчас их поливать, туда в каждый нижний слой тоже именно вовнутрь попадал вот этот вот маринад. Сейчас накрою пленкой, постоит где-то минут 40 и потом уберу в холодильник. Я еще чувствую, что у меня вот баклажаны были горячие и еще здесь тепло. Маринад нагрелся. Подавать это блюдо лучше нарезанным на кружочки. То есть это целый баклажанчик, а это уже, видите, нарезанный. Его очень удобно брать. То есть вот так вот берется и кушается. Попробуйте, надеюсь, у вас все получится и блюдо выйдет очень вкусным. Балуйте своих родных, близких, друзей. У меня упал синенький. Вот. Все, всем пока.